Здравствуйте, мои дорогие зрители, подписчики, читатели и также просто друзья. Сегодня вам хочу рассказать об актуальной проблеме для многих, для мужчин, для женщин. Проблема эта заключается в храпе во сне. Ведь ни для кого не секрет, что больше половины населения страны так или иначе храпит. Кто-то регулярно храпит, а кто-то от случая к случаю. Такая же проблема была и у меня. И сегодня я хочу рассказать, как избавиться от такой проблемы. Избавиться от храпа есть несколько вариантов. Самый радикальный – это, конечно, хирургия. Но не каждый человек согласится лечь под скальпель к хирургу ради такой, как бы, безобидной проблемы. Да, и к тому же это не бесплатно. В больнице вам никто бесплатно это делать не будет. Есть еще более современные методы. Это лазерная и криптопластика неба. Делается ожог на мягких тканях неба. Небо заживает, остается шрам, рубцуется и отвердевает небо. Но это тоже метод как бы серьезный. Не в каждом городе это делается. В крупных, конечно, городах областных-то все это делается. Но это тоже за деньги. И не маленькие деньги. Вот. Есть, конечно, более безобидный метод. Это подбор разных намордников, трубочек. Их более 200 видов приспособлений для сна от храпа. Вариантов очень много, и когда вы себе это подберете, вы тратите кучу нервов, времени и денег. Да и кто согласится еще спать в наморднике этом от храпа? Тоже не особо хороший вариант. Вот. Рассмотрев эти варианты, я думаю, надо другой искать выход. Вот. И набрел я на такой электронный аппарат от храпа. И решил испробовать на себе. И вы знаете, 100% результат. Сейчас я вам покажу этот аппарат. И расскажу, как он работает. Вот такой аппарат. Сам он легкий, удобный. Ничего не весит практически. Ремешки мягкие, тянутся. Удобный. Вот. Расцветки бывают разные. Формы тоже сейчас разные есть. Название не буду говорить, как он называется. Чтобы вы не подумали, что я рекламирую именно этот аппарат или еще какой-то другой. На корпусе находится несколько кнопок. Сделаны кнопки для того, чтобы вы могли регулировать силу удара импульса. И вторая кнопка — регулировка реагирования на шум. Вот. Для чего нужны эти кнопки? Сон у каждого человека свой. Кто-то чутко спит, кто-то крепко спит. И вот поэтому, если у вас чуткий сон, вам достаточно в пол сил, чтобы у вас импульс теребил. Если у вас крепкий сон, конечно, вам нужно посильнее, чтобы вы могли почувствовать импульс, разряд. Вот. А кнопка регулировки громкости нужна для того, что помещения у всех, где мы спим, разные. Где-то более шумно, где-то более тихо. Поэтому нужно отрегулировать кнопкой шум, чтобы он реагировал только на храп, на громкий храп, а не реагировал, например, там, на хлопок двери или там на работающий телевизор соседа, грубо говоря. Вот, отрегулировали, закрепляется на руке с внутренней стороны. Ремешком пристегивается и все. Ничего сложного нету. Здесь, как вы видите, два контакта, которые вот
вас при храпе сильном бьет импульсом электрическим. Не страшно, не смертельно, так что вы не бойтесь, не убьет. Вот. Для тех людей, у кого кожа сухая, в комплекте поставляется гель. Специально смазывается рука в этом месте, чтобы лучше проходил импульс, разряд тока. Потому что если будет сухая кожа, может быть, и вы импульс не почувствуете. Все предусмотрено. Вот. Так что рекомендую взять недорогой, простой аппарат. Достаточно этого. Я не знаю, там продаются аппараты до 15 тысяч ценой. Это слишком дорого, я считаю. И не знаю, почему такая цена. Что же он там может еще делать. Также хочу предупредить людей, которые приобретут подобный аппарат, чтобы сразу не делали сильную мощность, сделали легкую мощность. Потому что так во сне можете испугаться с непривычки и так далее. Я когда первый раз одел, я с дуру поставил на полную мощность. Я очень испугался во сне. И так всю ночь. Только захраплю, он начинает бить меня. Короче, первые 2-3 ночи я не выспался конкретно. Ходил злой, как собака. Ну, потом сделал потише силу удара. Отрегулировал его. И ничего. 5-7 дней, и вы перестаете храпеть. Все. Главное, чтобы все было в меру. Не переборщите, главное. Вот. Ну, что я еще хочу сказать. Аппарат действительно очень хороший. Действительно, от него есть польза. На себе я испытал. Более подробную информацию вы можете зайти ко мне на сайт, почитать именно про храп. Вы можете прочитать, откуда он берется, от чего, какие методы лечения и так далее. Там более подробно все описано. Кроме этого, вы можете подписаться на мой блог. Вот он, пожалуйста, sergemart67.ru. Онлайн-дневник Сергея Мартынова. Вот. Пожалуйста, подписывайтесь, читайте, смотрите, пишите отзывы, комментарии. Вот, ваше мнение. И до новых встреч. До свидания.